Всех рад поприветствовать на меловом. Сегодня у нас новинки по глинам. Это башкирские глины в хорошей просушке. Давайте начнем с первой. Вот у нас первая глинка. Идет она маленькими такими кусочками. Называется топ молоко. Выглядит именно, знаете, как такое реально топленое молоко, будто взяли вот кусковой мел и в каком-то молоке просто его утопили, так скажем, замочили. И выглядит даже примерно так же, будто она в молоке замоченная была. Давайте, в общем, будем пробовать. Она вот чисто цвета топленого молока, без всяких краплений, без всего. Идет маленькими вот такими кусочками. Ну, возможно, это связано с тем, что вот как, допустим, поступал кусковой, да, мел, бывает такое зимой, что когда он приходит, если цельная глыба со льдом, то когда он раскалывается, размораживается точнее, то он просто распадается на такие кусочки. Здесь выглядит примерно так же, но она чистейшая, поэтому я не думаю, что примерно тот же эффект, просто такая структура. Пробуем. Скрипа нет. Сливочность очень сильная. Залипание хорошее, прям такое очень. Первые нотки сначала, когда я ее попробовал, то есть с закрытыми глазами пробуешь, он напоминает прям гудрон. И вот не видя ее, я подумал, что она черного цвета. Но она кремовая именно. Еле уловимый хруст присутствует, но в основном глина очень-очень мягкая, нежная. И вкус такой прям насыщенный, сливочный. Глина называется топленое молоко. Наверное, добавить тут нечего. Вот я специально перед роликом не смотрю, стараюсь не смотреть никогда описание сортов. Особенно это в глинах. Пытаюсь угадать. И иногда получается очень хорошо, прям просто описание в описание говорю. Посмотрим, что будет здесь. В любом случае, после ролика, когда я его редактирую, я захожу, смотрю описание, ищу, допустим, описание прочитал в интернете, да, вот этой глины, к примеру. Чувствую, вот это я не добавил, а оно было. Ну, я это почувствовал, я это добавляю. Соответственно, полное описание вы увидите под описанием ролика, оно уже к этому моменту будет готово полностью. Также в описании ролика вы можете оформить заказ, там будет ссылочка на группу ВКонтакте, ссылка на WhatsApp, номер телефона, ссылка на Instagram, где кому как удобно заказывать. В ВКонтакте лучше всего. Там фото, описание каждого сорта, там удобнее. Ну, в общем, залипание здесь примерно как у Астаны, наверное, первой. По вкусу очень мне понравилось. Пойдем к следующей глине. Давайте пусть это будет вот это. У нее оценка, ну, 6. Давайте по башкирским именно будем идти. Будет 7 из 10. Вот такая глинка называется хрум-хрум. Она уже выглядит немножко не так, как топ-молоко. То есть здесь такая, будто бы хруст больше будет присутствовать. Структура неоднозначна, так скажем. Там будто монолитная такая, будто бы. Я бы даже сказал, будто его вот реально в чем-то замочили, и вот она такая прям сливочная вся. А здесь же такие грубоватые кусочки. Цвет, если сравнить с топ-молоком, идет похожий, но здесь будто бы к фиолетовому куда-то отходит. Ну давайте, в общем, будем пробовать. Мне нужен кусочек мела. Иначе я не справлюсь. Очень сильно залипает. Эта глина, наверное, одна из самых залипучих. Ну, то есть вообще, из всех, которые я пробовал, очень сливочная. Плюс к тому описанию, которое я дал, еще немножко присутствует пыльно-меловой привкус. Кстати, удивительно.
У нее сливочность и залипания больше, но и при этом хруст, я думаю, вы тоже заметили, у нее намного насыщеннее, чем у топ-молока. Глина, кстати, очень популярная. Топ-молоко, по-моему, новинка в башкирских глинах. А вот хрум-хрум многие просили. Я вообще не могу избавиться от него. О. Глиномели что-то тверденькое попалось. В общем, по структуре, в принципе, очень похоже с топ-молоком, но хруст больше, сливочность гораздо сильнее, он прям жирнее, этот сорт. Усиленный вкус тот же самый, что и топ-молока был, но при этом послевкусие такое немножко пыльно-меловое. Еще чуть надо. Многие говорят, что много стало глин. Соглашусь. В общем, давайте сделаем так. Один ролик выходит с мелом, один ролик с глиной. Теперь буду делать так. В следующем ролике будет АСМР хруст, песчанки и мелового шарика. Я тоже самого вырезал из глыбы. Вроде ровненько получилось. Более детально уже в ролике увидите. Это хрум-хрум. Вот идеально просто паста будет делаться из топ-молока и хрум-хрума, потому что, ну как она залипает. Сильнее залипания, правда, не встречал. Поехали к следующей глине. И вот по ощущениям, как они все выглядят, они будто все такие сейчас будут. Давайте, поехали. Глина нуга. Здесь уже идет такими большими кусочками. Отсвечивает немножко, но ничего. По цвету ближе к топ-молоко, но при этом немножко желтоватые оттенки присутствуют. Давайте маленький кусочек попробую. Я, походу, перестарался с хрум-хрумом, то, что откусил так много. Блин, вот с башкирскими только знакомлюсь. И вот ситуация вот прям один в один, как у остальных поставщиков. А здесь еще сортов штук 30. Понимаете, вот цветом, вот эти три, которые я сейчас попробовал, это нуга, топ-молоко и хрум-хрум. Вообще не похожи, полностью разные, структура разная, вид разный. Вкус очень-очень сильно похож, опять же, один поставщик. Но и структура разная. Топ-молоко. Что-то среднее было, хруста вообще не было. В хрум-хруме появился хруст. Очень быстро уходил в кашицу, но очень сливочный. Здесь сливочность примерно как в хрум-хрум. Очень сильная, но очень-очень мягчайшая глина. То есть здесь даже усилий не нужно, чтобы ее откусить. И опять же, вкус и структура прослеживается такая, будто ты откусываешь гудрон. Но она намного мягче идет, потому что гудрон все-таки откусывается прям гораздо тяжелее. А здесь будто пироженку какую-то откусил. И вкус в них во всех трех очень сливочный такой, будто топленое молоко какое-то, правда. Нереально залипание.
Давайте топ молоко уберем. Нуга, я думаю, тоже можно убрать. Так, у нас тут следующая глина. Лазурит. Лазурит по структуре очень похожа на хрум-хрум. И маленькие такие же кусочки. Шероховатость, все похоже. Вот цвет вообще другой. Если там цвет фиолетовый, темно-синий, то здесь чисто такой желтый. Вот, наверное, избавить лучше мне яркость лампы, потому что она очень сильно слепит. Сделаем вот так, да. Цвет вот прям желтый-желтый. Ну, на что он похож? На Уралку, наверное, да. Вот один в один, как уральская желтая. Какое-то залипание, офигеть. Давайте, в общем, попробуем. Начну с маленького кусочка, потому что они очень сильно залипают. Эта глина уже другая. Накаркал, так сказать. Залипание уже меньше. Немножко скрип присутствует. Хруста почти нет. Вкус очень-очень такой, прям мне понравился. Пыльно именно глиняный. Вот не в сторону мела, а в сторону глины. Какая-то изюминка в нем есть. Нотки чего-то. Вот распознать вот так просто не могу. Красавчик меня тут спасает. То я много глин кушать, честно говоря, не могу. Этой глине я бы даже побольше оценку дал. Это глина лазурит. Потому что залипания нет. Хруст какой-никакой, даже минимальный, но все-таки присутствует. Оригинальный вкус, потому что те три вот очень сильно по вкусу были похожи. И структура здесь уже без залипания, хотя и скрип присутствует, но он здесь практически неощутим. Что еще сказать? Да, в принципе, наверное, все. На данный момент у этой глины самая большая оценка. Вообще, хрум-хрум думал, будет прям хруст такой, без залипания, что-то типа уральской. Но не срослось. Поехали к следующей глине. Следующая глина у нас гортензия. Наверное, в честь какого-то цветка или что-то такое названо. Что такое гортензия? Цветок, наверное, да? Цвет у нас здесь. У нас тут присутствует белый, желтый, фиолетовый. Ну, наверное, из-за этого так и называется. Вот, думаю, вам видно. Что ж, я надеюсь, это будет что-то, опять же, оригинальное, не повторяющееся с предыдущими. Очень на это буду надеяться. Интересно. Структура чем-то напоминает глину халва. Залипание тоже прям хорошее такое. Глина очень сливочная. Опять же, идет без скрипа, поэтому залипание очень сильно присутствует. Вкус. Я бы не совсем сказал, что он похож на что-то из этих. Какая-то изюминка в нем есть. Но вот опять же, знаете... Подождите, прожую. Полегче стало. Вот опять же, знаете, что хотел сказать? Первая глина была топ-молоко. Она прям такая ближе к белому кремовому цвету. Потом у нас была глина смешанная белый и желтый. Потом у нас шла глина фиолетовая. И потом чисто желтая. И вот знаете, вот просто вот эта глина подъехала.
И в нем есть, в этой глине, какая-то изюминка, но есть пересечение всех остальных. Вот это даже в цвете видно. Здесь присутствует фиолетовый хрум-хрум. Здесь присутствует топ-молоко. Здесь присутствует лазурит. Та же самая нуга. То есть по ощущениям, по факту, будто бы вот месторождение оно есть, да? Слева копается, грубо говоря, там фиолетовая, справа желтая. Вот здесь у нас вообще ассорти идет в одной глине. Один кусочек вот так возьми, один в один нуга. Другой кусочек возьми, смешанное все вместе. Ну, поставщик один, что поделаешь, но глины как будто бы разные. Я не удивлюсь, что я вот первый раз у этого поставщика заказал. Я не удивлюсь, если будет такое, что вот хрум-хрум там придет желтый, лазурит когда-нибудь фиолетовый. Ну, потому что месторождение, я думаю, очень рядом находится, если не в одном месте. Что я тут все попробовал, не все? Арахис. Арахис остался. По арахису. Арахис у нас вот прям... Ладно, доставать его не буду. Один в один нуга. Это у нас белый с желтым. Просто один в один. Куски одинаково большие, во-первых. Упс. Куски одинаково большие. Это я к тому, что, допустим, если хрум или акацию, лазурит, возьмем вот эти сорта, гортензия точнее, то они прям маленькими кусочками идут. Эти же большими. Структура у них очень похожа. Расцветка похожа. Давайте сравним вкус. Просто сравните. Две разных... Блин, фокусировка как-то плохенько работает. Но я думаю, в любом случае видно, что да, они просто один в один. Лосик какой-то попался, который вместе с глиной приехал. Вообще один в один. Ну, о чем я и говорил. Здесь хотя бы цвета разные. Тут структура, вкус, цвет полностью все одинаковое. Но опять же, когда я их заказывал, мне поставщик написал, вот это основные глины, вот это новинки недавно появились. Ну, елки-палки. Как так-то, что прям вообще один в один просто. Какой-то такой ролик получился. Я думал, будет прям что-то разное. Думаю, столько много глин. А вот сейчас, когда я смотрю, у меня вот здесь снизу еще около 25 башкирских глин, я понимаю, что цвета разные. Это радует. Но, блин, вкус, я надеюсь, тоже будет различаться. Потому что здесь есть красные глины, есть желтые, фиолетовые, один в один гортензия, полностью черная, будто чародейка. И в основном такие все, ну вот как арахис, наверное, желтая с белым. В общем, буду рассчитывать, что это будет что-то разное и вау. Но не факт. Следующий ролик, давайте я вам так и быть покажу, что в нем будет. Во-первых, это вот эта моя плитка. Я ее сам сделал из песчанки. Я ее еще немножко доработал в плане того, что подчистил, углы немножко подчистил, чтобы она поровнее была. Ну, в общем, классненькая прям. И второй кусочек это вот такой вот, прям шарик. Я его постарался, насколько смог, сделать идеальным. Кушать, конечно, вот его будет максимально неудобно. Причем плитку будет кушать очень удобно. Здесь опять же от сорта зависит. Песчанка откусывается легко, поэтому даже такой толщины плитку будет кушать удобно. Вот в предыдущем ролике у меня был красавчик плитка. Примерно такая же толщина. Невозможно было есть, потому что он очень твердый глиномел. Красавчик. Очень сложно откусывать. С песчанкой же, я думаю... Господи, как он пахнет идеальной просушки-то. Прямо сейчас бы его откусил. Но это для следующего ролика. И это тоже. Мелок, блин, кстати, даже не помню, из какого мелка сделан. Наверное, скорее всего, Васильполье. Но как его сложно было кругляшок этот сделать, наверное, даже плитку было проще. В общем, ребят, какой-то такой ролик получился. По поводу череды, я надеюсь, вы меня поняли. То, что теперь будет идти ролик с глиной, ролик с мелом. Потому что не в зависимости от того, СМР это или описание, по одному ролику будут чередоваться. Так как, ну, действительно, глин просто очень много, как в целом взять, да.
Но опять же, если по каналу посмотреть, конечно, с мелом роликов больше, потому что сортов мела, допустим, в ассортименте на данный момент с учетом пиленных где-то 150, а глин около 100. И то около 40 из этих 100 я еще не заснял. Соответственно, вам и кажется, что много-много-много, но на самом деле нет. В общем, если взять в целом оценку по моим глинам, с глинами башкирскими, наверное, я бы по такой структуре и вкусу выбрал бы что-то другое. Но почему объясню. Если взять здесь парочку глин, были, которые не залипают, да, с небольшой песчинкой. Скажу так, есть глины, даже у меня в ассортименте, которые по вкусу раскрываются намного больше, нежели, допустим, по-моему, это то ли лазурит был, то ли что-то типа гортензии. А если мы возьмем все остальные, которые сливочные были, Астана по вкусу намного больше раскрывается. Тем более здесь глины в идеальной просушке. В идеальной просушке Астана, она настолько сильно меловые вот эти нотки дает. И глиняно-меловое пыльное послевкусие. Ну, возможно, я не спорю, есть любители именно башкирских глин, которые чувствуют вот эту вот разницу. Но она действительно здесь другая. Вот эта глина, она прям отдает вкус и сливочностью в гудронах. Она не настолько твердая, хрумкая, наверное, вот так можно даже сказать. Ну да, правильно все сказал. Но при этом, блин, разница просто колоссальная с Астаной. Но залипание, очевидно, сильное. Даже у Астаны меньше залипания. В общем, следующий ролик АСМР «Плитка и меловой шарик». Встретимся уже на нем. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. Ну а после уже будут продолжения башкирских глин. Ну а там уже и до крымских недалеко.